1 января. Мир вокруг казался застывшим в хрустальной звенящей тишине. Город медленно просыпался после бурной новогодней ночи. Улицы были усыпаны конфетти и остатками пиротехники, словно поле битвы, на котором одержали победу веселье и шум. Я сидела на кухне, обхватив ладонями горячую чашку кофе, и смотрела в окно на серый низкий небосвод. Казалось, этот день должен быть ленивым, спокойным, наполненным доеданием салатов и просмотром старых фильмов. Но у судьбы были другие планы. Тишину разорвал резкий звук уведомления на телефоне. Это был не просто сигнал сообщения, а тревожный набат из чата волонтеров. Сердце почему-то пропустило удар еще до того, как я прочитала текст. Мне поступило сообщение о брошенном щенке перед Новым годом. Я вглядывалась в экран, и буквы расплывались перед глазами. Координаты, короткое описание и размытая фотография чего-то серого на фоне серого снега. Сообщение гласило, что кто-то выбросил его на свалку у дороги. Ни в коробке, ни в корзинке, даже не под навесом. Просто вышвырнули, как сломанную игрушку, которая больше не нужна, потому что праздники закончились. Или наоборот, только начинались, и лишний род был помехой. Я не помню, как оделась. Свитер, куртка, шарф. Все натягивалось на ходу. Через 15 минут я уже была на месте. Это был пустырь за городом, куда недобросовестные жители свозили строительный мусор. Ветер здесь завывал особенно злобно, гоняя по земле обрывки полиэтилена. Я увидел ее сразу. Крошечный комочек, почти сливающийся с грязью. У нее не было ни еды, ни крова, только куча мусора, в которой она оказалась. Она лежала на старом прогнившем матрасе, свернувшись в тугой узел, пытаясь сохранить остатки тепла в остывающем тельце. Я подошла ближе, стараясь не шуметь, и чтоб не испугать ее, но она даже не подняла голову. Оглядываясь вокруг на промерзшую землю и острые края битого кирпича, мне стало дурно. Трудно представить, как она пережила вчерашнюю ночь. Температура опускалась ниже нуля, ветер пробирал до костей даже меня, одетую в пуховик. Но холод был не единственным врагом. Вчерашняя ночь была ночью канонады. Я представила, как небо взрывалось огнями, как грохот петард сотрясал землю, и как она пережила фейерверки в новогоднюю ночь. Одна, в темноте, посреди незнакомого враждебного места. Собаки панически боятся громких звуков, а для щенка этот грохот должен был казаться концом света. Она, должно быть, вжималась в этот грязный мусор, дрожала и скулила, зовя маму, которая не придет, или хозяина, который ее предал. Гнев горячей волной поднялся в груди. Я смотрела на это беззащитное существо и задавала немой вопрос в пустоту. Кто-то, кто это сделал с этим маленьким щенком, нам непонятно. Каким нужно быть человеком? Что должно быть вместо сердца, чтобы обречь живую душу на такую медленную и мучительную смерть в праздник, который должен нести надежду? Ответов не было. Был только ветер и тихое, прерывистое дыхание щенка. Я сняла с себя шарф, достала из рюкзака плед, который всегда вожу с собой на такие случаи. Я завернула ее в одеяло и позвонила подруге за помощью. Руки дрожали, я с трудом попадала по кнопкам. «Лена, срочно, свалка на выезде. Щенок тяжелый. Нужна помощь с транспортировкой, машина не заводится, я здесь пешком», — выпалила я в трубку. Лена, святая душа, не задавала лишних вопросов. «Буду через 10 минут. Машина у мужа, я на велике с прицепом, быстрее по пробкам проскочу». Это было безумием, но выбора не было. Мы срочно отвезли ее к ветеринару на велосипеде. Я сидела в прицепе, прижимая сверток к груди, защищая его от ветра своей спиной, пока Лена, тяжело дыша, крутила педали по снежной каше. Щенок в моих руках был пугающе легким и горячим. «Держись, малышка», — шептала я, чувствуя, как слезы замерзают на щеках. «Все в порядке, девочка. Теперь ты в безопасности. Ты больше не одна. Мы едем туда, где тебе помогут. Только не сдавайся». Дорога казалась бесконечной. Каждая кочка отдавалась болью в моем сердце.
Мне казалось, что жизнь уходит из нее с каждым поворотом колеса. Но мы успели. В клинике нас уже ждали. Я вбежала в приемную, и дежурный врач сразу же забрал сверток. Началась суета, лампы, перчатки, запах антисептиков. В ветеринарной клинике ее тщательно осмотрели и поставили диагноз. Список проблем рос с каждой минутой осмотра, и лицо врача становилось все мрачнее. «Посмотрите сюда». Врач раздвинул редкую шерсть на боку щенка. Это чесотка и вторичная грибковая инфекция кожи. Кожа была воспаленной, покрытой корками и расчесами. Местами шерсть выпала полностью, обнажив красную горячую плоть. Малышка постоянно дергала лапой, даже во сне пытаясь почесаться. Зуд, должно быть, был невыносимым, сводящим с ума. Слизистые, бледные, почти белые, продолжал врач, осматривая десны. У нее анемия из-за заражения блохами и клещами. Паразиты буквально выпивали из нее жизнь. На этом крошечном теле их были сотни. Они кишели в ее шерсти, не давая ни минуты покоя. Но самое страшное открылось при пальпации живота. Видите этот раздутый живот? Это не от еды. Ее огромный живот полон глистов. Интоксикация сильнейшая. Организм отравлен продуктами распада. Я слушала этот приговор и чувствовала, как внутри все сжимается. Столько бед на одно маленькое существо. Шансы казались призрачными. Она была истощена, обезвожена и больна всем, чем только может быть больна уличная собака. Врач перехватил мой испуганный взгляд. Он снял очки и устало, но уверенно улыбнулся. Ситуация тяжелая, не буду скрывать. Но с правильным лечением она поправится в нашей клинике. У нее сильное сердце, я слышу. Она боец. Эти слова стали тем якорем, который не дал мне утонуть в отчаянии. Мы оформили документы. В графе «кличка» я на секунду задумалась и написала «Эви». В честь жизни Ева. Первые сутки были критическими. Сейчас она находится в изоляции для круглосуточного ухода. Ей поставили катетер, подключили капельницы с растворами, чтобы снять интоксикацию и восполнить потерю жидкости. Ей ввели препараты от паразитов, антибиотики и витамины. Я сидела рядом с ее боксом, наблюдая за мониторами. К вечеру следующего дня произошло маленькое чудо. Дыхание выровнялось. Температура немного спала. В данный момент она сухая, теплая, и ее состояние стабилизируется. Она лежала на мягкой подстилке, укрытая теплым пледом, а не гнилым мусором. Вокруг было тихо, пахло лекарствами, а не гниением. Медсестра принесла небольшую миску специального паштета. «Попробуем?» – спросила она. Эви открыла глаза. В них все еще был страх, но проснулся и интерес. Она понюхала еду. Первый лист был робким, неуверенным, второй – жадным. Ее покормили, и она отдыхает. С полным животом, в тепле, она впервые за долгое время заснула глубоким, спокойным сном без вздрагиваний. Мы начнем ее лечение немедленно. Эти слова врача крутились у меня в голове как мантра, и лечение действительно шло полным ходом. Каждый день был маленькой битвой, битвой за каждый грамм веса, за каждый чистый участок кожи. Через несколько дней, когда состояние Эви позволило, наступил важный момент. Запах от нее исходил тяжелый, смесь болезни, грязи и старой свалки. «Ну что, красавица», — сказала я, надевая резиновый фартук. «Наконец-то мы можем искупать ее. Это была не просто гигиеническая процедура. Это был ритуал очищения. Мы опустили ее в теплую воду со специальным лечебным шампунем. Вода мгновенно стала серой, но Эви стояла смирно, словно понимала, что мы делаем ей добро. Мы намыливали ее осторожно, стараясь не причинить боль воспаленной коже. Главная цель была победа смыть струпья и паразитов, чтобы снять зуд, который мучил ее неделями. Когда мы смыли пену и завернули ее в огромное пушистое полотенце, мне показалось, что я держу на руках совершенно другую собаку.
Да, она все еще была лысоватой, с пятнами зеленки и мази, но ее глаза... В них появился свет. Она посмотрела на меня и впервые робко лизнула мне руку. Шершавый теплый язык коснулся моей кожи, и я поняла. Самое страшное позади. Мы перевели ее в чистый вольер. Там были игрушки, мягкая лежанка и миска с чистой водой. Теперь ничто не напоминает ей о ее прошлой тяжелой жизни. Свалка, холод, голод — все это осталось в прошлом году, в прошлой жизни. Здесь были только забота и любовь. Когда карантин закончился, пришло время социализации. Эви окрепла, начала обрастать новой мягкой шерсткой. «Пора», — сказала Лена. «Познакомьте ее с нашим приютом. Мы вывели ее во двор». Эви сначала сжалась к моим ногам, испуганно озираясь на лай других собак. Но любопытство взяло верх. К ней подошел старый мудрый лабрадор, понюхал и дружелюбно вильнул хвостом. Эви неуверенно вильнула в ответ. Через 5 минут она уже неуклюже скакала за мячиком. Работники приюта и волонтеры сразу влюбились в нее. Невозможно было остаться равнодушным, глядя на это преображение. «Она просто прелесть», — умилялась администратор, наблюдая, как Эви пытается поймать собственный хвост. «И не скажешь, что неделю назад она была при смерти», — добавлял врач. У нее появилось новое прозвище. Из-за пятнышка на груди и невероятно ласкового характера ее стали называть по-немецки. «Сладкая мечта Герцелейн». «Сердечко». Это имя подходило ей идеально. Она действительно была маленьким сердечком, полным любви, которую она готова была дарить каждому, кто обратит на нее внимание. Эви словно пыталась наверстать упущенное детство. Ее счастье заразительно. Когда она радовалась моему приходу, все ее тело ходило ходуном, она издавала смешные похрюкивающие звуки и подпрыгивала, как мячик. Глядя на нее, забывались собственные проблемы. Она учила нас радоваться простым вещам: миске еды, солнечному лучу, почесыванию за ухом. Ее милый характер заставляет нас всех улыбаться, даже в самые тяжелые смены. Она стала своего рода терапевтом для сотрудников клиники. Если у кого-то был плохой день, достаточно было зайти в вольер к Эви Герцелейн, и через 5 минут человек выходил оттуда с улыбкой. Она обнималась лапами, заглядывала в глаза и словно говорила: «Эй, ты живой? Я живая, мы вместе. Разве это не чудо?» Конечно, лечение еще не закончено полностью. Эви все еще борется с оставшимися глистами в животе, и ей предстоит еще один курс препаратов. Кожа местами еще требует обработки, и шерсть выросла не везде. Анализы крови показывают, что анемия отступает, но нужно продолжать специальную диету. Но в остальном наша маленькая собачка чувствует себя так хорошо, как никогда в жизни. Она набрала вес, ее ребра больше не торчат пугающим ксилофоном. У нее появилась энергия щенка, которым она и должна быть. Она учится командам, учится гулять на поводке и доверять людям, несмотря на то, что первый опыт общения с ними был чудовищным. Я смотрю на нее сейчас. Она спит у меня в ногах, пока я пишу этот отчет. Сытая, чистая, любимая. Иногда она подергивает лапками во сне. Может быть, ей снится, что она бежит по зеленому лугу. Я глажу ее по голове, и она, не просыпаясь, глубоко вздыхает. Эта история не просто отчет о спасении. Это напоминание всем нам. Напоминание о том, как хрупка жизнь и как много может сделать один звонок, один плед и немного неравнодушия. Кто-то прошел мимо, кто-то выбросил ее как мусор, но мы увидели в ней душу. Поговорка гласит истину, что для одного мусор, для другого сокровище. Для кого-то Эви была отходами, мешающим фактором. Для нас она стала золотом, маленьким мохнатым сокровищем, которое мы нашли на свалке.
И я знаю точно, та семья, которая заберет ее домой, получит самый драгоценный подарок на свете – безусловную любовь собаки, которая знает цену жизни. Эви будет жить, и она будет счастлива. Это лучшее начало года, которое я могла себе представить.